Ну чего смотришь? Бросай ведра с тряпками и собирайся. Поедешь со мной на переговоры», — сказал Олег небрежно, подойдя к уборщице в своем офисе. Кристина, испуганно подняв глаза, не сразу поняла. «Кто я?» «Ты кто еще?» — отрезал он. «Часа тебе хватит привести себя в порядок». Она щипала губы, думала о работе, о том, как важно не терять место, где платят вовремя и дают теплый обед. Для сироты из детского дома это значило очень много. Коммунальная комнатка, где жила Кристина, вмещала едва ли кровать и шкаф. На общей кухне стояла одна плита на 4 семьи. Соседка Карина с 4 детьми занимала ее по утрам и вечерам без стыда. Когда Кристина однажды купила электрический чайник, старые провода тут же выбивали пробки. Соседи закричали, и ей запретили его включать. Жить было трудно, но работа у Олега давала душевые, бесплатные обеды и пусть скромные, но стабильные деньги. Она ценила это и потому не стала спорить, когда начальник распоряжался. Дома оставалось чуть больше часа. Она попыталась сушить волосы над газовой конфоркой. Трюк, который раньше помогал быстро подсушить юбку и волос. В этот раз пучок волос вспыхнул. Карина, вовремя увидевшая пламя, хлопнула полотенцем. Огонь погас, но пряди были испорчены. Кристина остолбенела. Мамы ее давно не было, а единственное сохранившееся платье, кремовое кружевное, мамина память, висело в шкафу. Она надела его, взяла из коробки подаренную в детдоме косметику и, не зная, как иначе, помчалась в офис. Олег стоял во дворе с давним другом Аркадием. Они ехали на переговоры. Аркадий был человеком небедным, давно привыкшим к роскоши. И, как оказалось позже, он умел и подлость планировать легко. Кристина с обгоревшими волосами, в мамином платье и с пятнами туши под глазами едва не расплакалась, но Олег посадил ее в машину и повел в салон красоты. Он купил ей джинсовый костюм, помог профессионалам превратить ее в другую женщину. Стрижка, укладка, аккуратный макияж. Перед зеркалом она увидела не старые хлопоты, а образ, которого сама никогда не позволяла себе представить. Переговоры шли по плану, но настал момент, когда нужно было читать договор. Кристина, случайно заглянув в китайский и русский тексты, заметила расхождение. Она прошептала Олегу: «В китайском варианте формулировка другая. Суд будет рассматривать оригинал, и в случае спора все будет не в нашу пользу». Олег удивился. «Вы читаете по-китайски?» «Да», — призналась она. «До 10 лет мы жили в Китае. Я училась там и знаю язык. Ошибка в переводе могла стоить фирме очень дорого. И подписание перенесли. Дальше вскрылся замысел. Договор, который Аркадий подсунул, был ловушкой. Служба безопасности обнаружила документы и схемы. И следствие быстро показало, что Аркадий пытался подставить Олега ради собственной выгоды. От дружбы до предательства один шаг, но очень болезненный. Аркадия забрали для дачи объяснений. Его мотив был прост: финансовая нужда и амбиции, прикрытые детскими шутками. «Ну давай-ка проверим, сможешь ли ты провести 3 дня с уборщицей». Умение Аркадия превратить все в игру обернулось против него. Кристина же оказалась в центре внимания. Сотрудники шептались, некоторые смеялись, другие поражались. Как уборщица смогла заметить юридическую ловушку? Слухи, что ее вытащили через постель ради места переводчика, быстро распространились. Ей было больно. Унижение ранило глубоко. Но Олег не стал закрывать глаза. Он разоблачил Аркадия, публично встал на ее защиту и предложил Кристине работу переводчика и консультанта по азиатским партнерам. Для нее это был шанс. Шанс перестать быть тенью и стать человеком, чьи умения важны.
Разбирательство о наследстве родителей. Кристины в Китае заняли месяцы. Отец и мать умерли в автокатастрофе, а ее опекун, дядя, оформил на себя бумаги и продал имущество. В бумагах была путаница, местная бюрократия, перевод архивов, поиски свидетелей. Все это требовало времени и терпения. Олег помог с юристами, деньгами и связями. Кристина бралась за перевод и связь с адвокатами в Поднебесной. Каждый новый подписанный документ возвращал ей частичку утраченного прошлого. Это не была только юридическая победа, это была латка на душевную рану. Аркадий получил по заслугам. Следствие выявило его махинации, бизнес-партнеров и зависимости, и он был привлечен к ответственности. Для Олега урок стал личным. Доверять – хорошо, но проверять иногда жизненно необходимо. Он пересмотрел круг общения и оценил людей по делам, а не по старым воспоминаниям о юности. Между Кристиной и Олегом расцветали чувства, медленные и осторожные. То, что началось с поцелуя в машине и благодарности, переросло в уважение и взаимную поддержку. Он видел в ней честность, умение работать под давлением и силу, которую раньше не замечал. Она видела, что он не только хозяин бизнеса, но и человек, способный защищать и поддерживать. Они много говорили о детстве, о потерях и страхах, о мечтах, которые у каждого были спрятаны глубоко. Он приходил на встречи с ее бывшими воспитанниками, читал детям сказки и приносил теплые вещи в коммуналку, где когда-то жила она. Их отношения не были бурей романтики, они были делом доверия и совместного труда. Слухи и насмешки постепенно утихали. Профессиональные результаты Кристины заглушили мелкие пересуды. Коллеги, которые раньше шептались, стали обращаться к ней за советом по контрактам с азиатскими партнерами. Те, кто смеялся, просили помочь в переводе. Она не только оправдала доверие, но и обрастала собственным авторитетом. Через некоторое время, когда судебные и бюрократические вопросы были в значительной мере решены, они поженились. Это был неожиданный для многих шаг. Мужчина 45 лет и женщина, которая когда-то мыла полы. Но для них это был естественный выбор. Свадьба была скромной, с близкими коллегами и друзьями, но в ней было тепло и смысл. Два человека, пережившие предательство и потерю, решили строить новую жизнь вместе. Кристина не забыла детдом и коммуналку. Вместе с Олегом они основали фонд помощи бывшим воспитанникам, помогая с образованием, жильем и работой. Она выступала на встречах, рассказывала свою историю, вдохновляла тех, кто считал себя побежденным обстоятельствами. «Не позволяйте прошлому определять вас», — говорила она. Ее уверенность и профессионализм стали примером для многих. Жизнь не стала идеальной. Были и ссоры, и бытовые трудности, и необходимость балансировать между работой и семьей. Но в доме появились новые ритуалы. Утренний кофе вместе, прогулки по набережной и совместные планы. Олег научился слушать, а Кристина завиасась доверять не только делам, но и чувствам. Они вместе помогли вернуть то, что у нее отняли, и построили то, чего у нее никогда не было — дом, где ее ценили не за работу, а за личность. История Кристины — это история о том, как один случайный поступок, знание, скрытое в детстве, и готовность помочь другому человеку могут перевернуть судьбу. Это рассказ о предательстве друга и о том, как справедливость может восторжествовать, если за ней стоит правда и сила духа. И, наконец, это история о том, что настоящая красота начинает жить тогда, когда человек обретает достоинство и голос, и когда рядом есть тот, кто этот голос слышит и уважает.